Всем привет! В прошлых видео показывали, ездили в Херсонскую область, возили гуманитарную помощь в села, в освобожденные села, которые были под оккупацией. Люди реально нуждаются, в села мало кто ездит. Ну и то, что я вам показал, то, что смог, то, что YouTube пропустил, многого просто невозможно показать. Позиции вот эти оставленные рашистами, ну там просто кошмар. Кто видел вот эти короткие фотографии, то есть небольшие ролики, подсъемки, те, что я показывал, где Урал на две части разорванный, у кого есть мозги, кто соображают, то те понимают, что просто современное оружие — это страшная сила. Кто идет на войну с той стороны, добровольцами там или мобилизированными, вы должны понимать, что вы просто идете в одну сторону, все. Это ваш конец. Вы прощаетесь с родственниками, и вы не возвращаетесь. Потому что вот даже ты передвигаешься на этом Урале в кузове, и просто прилетает прямо посередине машины. Ее разрывает на две части. Просто ужас, вокруг валяются берцы, ну, с запчастями, с человеческими. Я не знаю, как сейчас говорить, но это все озвучивать. Ну, просто смотришь, никогда такого не видел. И не думал даже видеть такое в наше время. Оно реально есть. И по посадкам туда, куда сейчас заходить нельзя, потому что не могут, нельзя туда заходить, пока не разминировали посадки, не прошли саперы. Там реально видишь издалека вот запчасти человеческие, запасные части, которые уже использовать нельзя будет. И о чем это говорит? Это говорит о том, что вас невыгодно будет привозить назад, даже по запчастям. Почему невыгодно? Потому что потребуется сделать выплату вашим родственникам. А так как сейчас все деньги идут, вы знаете куда, в изготовление ракет, в изготовление оружия, в общем-то, как и раньше. Вся ваша, то есть, система была построена на том, чтобы не развивать экономику, не развивать человеческий быт людской, а именно оружие. Сейчас вдвойне. То выплаты, ну смысл вашим родственникам делать выплаты, когда вас можно просто там выкинуть и все. Ваше тело не доставить. То есть ты пошел, исполнил свой долг, как там тебе вроде бы говорили. Ну а страна свой долг не исполнила. Это реально, просто ж вы видите, как все это отступление происходит. Никто ж вас собирать, если раньше собирали поначалу, сейчас это все валяется. Просто страшно, даже вот боевой расчет гаубицы прилетает прямо в середину. Высокоточное оружие, вот эти хаймарсы дальнобойные, они бьют ну, просто с уникальной точностью. Небольшое скопление людей, все. Даже вот расчет гаубичный, все он уничтожается за один раз. Это не считая тех байрактаров, различных дронов, которые также подлетают и точечно бьют. Ну и даже по одному человеку, сидящему в окопе. Это сейчас все видно. То есть к чему это? Наши-то люди это видят и понимают. Там, откуда вы едете, сюда едете, убивать, как вы называли братский народ. Вы учтите, что вот такая ситуация, вот смотрите, я вам показал. И для вас это тоже, чтобы ты понимал, что тебе дороже. Понятно, если тебе твоя жизнь недорога, ты едешь, ты умираешь. Ну а за своих родственников ты что же подумай, не жалко тебе будет детей, которые останутся там без отца, мать, которая будет ждать будет и будет ждать, а ей просто скажут, что ты пропал без вести. Даже если тебя и могли идентифицировать, нашли там тебя по кусочкам, собрали, но никто не будет матери говорить, что тебя нашли. От увиденного просто волосы дыбом встают, сколько этого лежит в степях Херсонщины. И там не было открытых боев таких, столкновений. В основном работала артиллерия точечно. И вот сколько вас там валяется. И вот сейчас, кому интересно, вот, наверное, нашим жителям Украины будет интересно, не все так спокойно. Мы ехали туда, опять же, этого я не смог показать в Ютубе, потому что
Ну и так эти видео YouTube убирает в сторону, чтобы, ну, Ютубу не нравится это. Даже правда, все равно Ютубу она не нравится. Именно в таком вот контексте. Поэтому ваши лайки только помогают видео продвигать, и чтобы все видели. Ну, подписка на канал, конечно. Поэтому этого показывать как бы нет смысла, потому что никто не увидит. Поехали ж мы туда, остались там на ночь. Вроде бы, да, освобожденная территория, все уже как бы заходят наши законы, восстанавливаются, все, полиция там. Но ночь настает и начинается валево с левого берега. Мы всю ночь просидели в подвале, в погребе, потому что валят всем, и градами валят гаубицами, свист стоит над головой, то есть над домом. Сидишь просто и не знаешь, ну, понятно, если прилетает точно, то там уже не спасешься, а просто не знаешь, выйдешь на улицу, что с автомобилем, то есть сможешь ли ты уехать назад. То, что нету света, то есть нету электроэнергии, нету связи, ничего нету. Гражданские автомобили, ну, не ездят практически в тех местах по трассе. И вот просто не знаешь, выйдешь ли ты, будет на чем тебе ехать назад или нет. Но такой кошмар там происходит, и происходит этот кошмар ежедневно, пока не вытеснят туда ближе к Крыму, на Крым их не вытеснят артиллерию, то будут они валить, ну вы знаете, и по Херсону уже валят, и по селам валят, ну что там же нету никаких ни штабов, нету ничего. Тупо валят, куда ни попадя. Тактика такая, то есть посрать вообще, куда валить. Куча металлолома, куча мин, аграрии, фермеры не могут выходить в поля. Не могут, потому что понимают, что, ну, это может быть последний выход. То есть засрали все, заминировано, посадки. То есть люди сидят чисто вот на своей территории, там в селах, шаг в сторону, уже есть жертвы, что, ну, пошли в посадку вдвоем. Один оказался в больнице, второму повезло. Это долго будет продолжаться, разминирование, очень большие площади, просто засраны. Понятно, что это по рассказам, так своими глазами увидеть, конечно, это совсем другое. Стараемся вам показывать то, что можем. В Телеграме общаемся, канал в Телеграме, чат в Телеграме. Кто хочет помочь, помогайте, номер карты. Отчитываемся за каждую копейку, ездим, помогаем не только ЗСУ, но и вот людям на освобожденных территориях, потому что они реально нуждаются. В этот раз люди были рады хлебу. Херсонщина, богатая на хлеб, была рада, что мы привезли им хлеб и воду. На сегодня все. Всем удачи, до следующих видео.